Как можно сделать такую маленькую елочку, смотрите в этом видео. Привет, меня зовут Лилия. Сначала сделаю для елки вазон, который будет выглядеть как деревянная катка. Для вашего удобства сделала чертежи, которые можно скачать по ссылке в описании под этим видео. По ним из гофрокартона вырезала две детали – донышко и стенку. Донышко делаю толще, поэтому склеиваю его в 2 слоя картона. Хотя я и расположила внутренние ребра гофрокартона поперек детали, но по краям они все же располагаются не так, как мне нужно. Поэтому просто с помощью линейки перегибаю деталь, чтобы она в дальнейшем могла приобрести форму кольца. Стенку приклеиваю к донышку. Конечно, можно взять готовый обычный пластиковый вазон для цветов и использовать его в качестве основы, или же какое-то пластиковое ведерко, но в этом случае вы будете ограничены в выборе размеров. Из картона же можно сделать любой размер. Склеив стык стенки, дополнительно заклеиваю шов малярным скотчем. Из того же гофрокартона вырезала 14 прямоугольников размером каждый 3 на 11 сантиметров и 2 прямоугольника размерами 3 на 13,5 сантиметров. На 2 длинных прямоугольниках скругляю по 2 угла с одной короткой стороны и делаю там сквозные отверстия радиусом примерно 1 сантиметр. Получившиеся полоски с отверстиями наклеиваю на стенку вазона. Располагаю их диаметрально противоположно. И между ними наклеиваю короткие полоски. Точно так наклеиваю с другой стороны. И здесь у меня осталось небольшое расстояние, которое я заклеила узкой полоской. После всего декора этого видно не будет. Обычными бумажными салфетками буду обклеивать поверхность вазона. В качестве клея использую акриловый лак, но можно взять и клей ПВА. Если он густой, то немного разведите его водой. При этом салфетки собираю небольшими гармошками. Салфетки должны выступать за края вазона, чтобы хватило оклеить торцы, немного донышка и внутренней части вазона. После высыхания получилось вот так. Из-за того, что мои салфетки цветные, поверхность уже напоминает деревянную. Но цвет мне не подходит, поэтому придется закрашивать. Для более выраженной структуры буду наклеивать еще 1 слой салфеток. В этот раз размер салфетки должен совпадать с высотой вазона, а это 11 сантиметров. Салфетку собираю в гармошку и немного перекручиваю. И наклеиваю только на полоски. Хорошо пропитываю лаком.
И все повторяю на остальных полосках вазона. А когда все высохло, получилась вот такая выраженная структура. Вот в этих местах, где полоски выступают за край вазона, изнутри я подклеила еще кусочек картона. Форму скопировала с выступающей части, в том числе и отверстия. И тогда толщина картона в этой части стала одинаковая. Теперь поверхность закрашиваю акриловой краской темного коричневого цвета. Когда краска высохла, делаю тонировку светлым оттенком коричневого. Для этого использую спонж, но можно взять обычную поролоновую губку для мытья посуды. И сейчас понятно, как выглядит структура, которую я добивалась получить. Можно взять еще другие оттенки коричневого, зеленого, цвета мха и добавить отдельными пятнами, чтобы получилось еще интереснее. Так как это зимняя работа и елочка в итоге будет припорошена искусственным снегом, то и поверхность вазона слегка тонирую белой акриловой краской. Имейте в виду, что акриловые краски светлых и ярких цветов под акриловым лаком немного теряют свою яркость, поэтому учитывайте эту особенность. После высыхания краски поверхность покрываю акриловым лаком. И когда он высох, получилось вот так. И как я говорила выше, тоненькая полоска-вставка, а она вот здесь, практически не видна. Внутрь вазона я вложу слои пеноплекса, в котором будет закреплен ствол елочки. Из пеноплекса, а он у меня толщиной 2 см, вырезаю круги. Их количество зависит от толщины вашего пеноплекса. Мне нужно 4 штуки. Так как в верхней части вазон шире, то учитываю эту разницу. Стволом елочки будет деревянная ветка. Ее толщина в среднем 3 см. На тонком гофрокартоне строю часть круга, сектор, с радиусом 30 см и длиной дуги тоже 30 см. Сектор вырезаю. При этом с одной стороны добавляю припуск 1,5 см для склеивания. Чтобы получилось скрутить сектор в конус, перегибаю картон по линиям радиуса. И склеиваю в конус. Диаметр основания получился 9 см. И конус приклеиваю на ветку, но такого соединения будет недостаточно. Конус изнутри заполняю кусочками пеноплекса. Стараюсь плотно трамбовать. И немного заливаю клеем. Для того, чтобы в пеноплексовых кружках удобнее делать отверстия, разрезаю их пополам. И в центрах делаю отверстия по размеру ствола будущей елочки, а это 3 см. Укладываю заготовки внутрь вазона, слегка подклеивая. Ветку ставлю по центру, заливая термоклеем.
Щели между веткой и пеноплексом закладываю кусочками того же пеноплекса. Таким же образом заполняю весь вазон. А дальше картонный конус оборачиваю мешковиной. Внизу конуса на мешковине делаю припуск шириной 5 сантиметров. Срез этого припуска собираю на нитку и стягиваю, закрывая внутреннее содержание конуса. И теперь основа готова к декору. Вот такие еловые веточки я разбираю на отдельные лапки. Всего на елку у меня ушло 4 ветки, в каждой по 5 лапок. Покупала такие в Wildberries, артикул будет в описании под видео. Ветки к основе закрепляю пластиковыми стяжками. Всего получилось 3 ряда, в каждом следующее количество лапок. В первом 9 штук, во втором 7 штук и в третьем 4. К елочке добавляю вот такие грозди ягод. К их основанию подклеиваю деревянные зубочистки, но вместо зубочисток можно примотать и кусочки проволоки. Ягоды закрепляю также под пластиковые стяжки, на которых держатся еловые лапки. Всего мне понадобилось 8 веточек ягод, но еще одна будет нужна для украшения верхушки елки. Итого нужно будет 9 штук. Теперь занимаюсь верхушкой. От какого-то букетика у меня остался пластиковый стебель, у которого внутри проволока. Его стяжкой закрепляю на верхушке. Джутовым шпагатом толщиной 6 мм обматываю верхушку и веревку местами подклеиваю. И сначала у меня получилась вот такая длинная верхушка, которая мне в итоге не понравилась.
Поэтому я ее переделала, укоротив до длины 9 сантиметров. Пока оставляю в таком виде. И продолжаю украшать елочку. Из плиты пеноплекса толщиной 2 см нарезаю прямоугольниками 4 на 3,5 см. Точнее, вырезаю параллелепипеды. Оборачиваю крафтовой бумагой так, как это делают при упаковке коробок. Перевязываю шпагатом. И получается вот такой маленький подарочек. Всего делаю 11 таких коробочек. Получившиеся коробочки просто приклеиваю. Шпагат, который использовала для верхушки елки, в 2 линии приклеиваю и на вазон. А еще вспомнила, что с прошлого года у меня оставались деревянные снежинки. Их тоже добавила в украшение елочки. А пеноплексовую плиту в вазоне закрыла сухой травой. И у меня осталось еще не подклеенным донышко вазона. Его закрываю фетровой подложкой. У меня это обычный жесткий фетр толщиной 1 мм. Кроме определенной эстетики, такая подложка убережет мебель от возможного царапания. Одну веточку ягод разрезала и уже кусочками наклеивала на верхушку елочки. А еще распылила искусственный снег на всю поверхность елочки. Даже если в своем доме вы каждый год украшаете большую елку, то и маленькая елочка будет отличным дополнением к праздничному, новогоднему, рождественскому настроению. Если понравилось, не забудьте отметить лайком. Также буду рада вашим комментариям. Это очень помогает развиваться этому каналу. Всем огромное спасибо за внимание. И, как всегда, жду вас на своем канале.